Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Итак, сегодня мы поговорим на тему, которая актуальна для всех, для каждого из нас, потому что нам нужна еда, а значит, мы должны покупать еду, мы должны покупать продукты. Точно. И если раньше был только один способ пойти и закупиться продуктами, это рынок, базар, где ты приходишь и покупаешь свежие продукты в наличии, то сейчас таких способов миллион. Хотя этот способ, рынок, его и сейчас часто используют. Ты, например, как относишься к рынку? Отвратительно, ужасно. Я ненавижу рынок. Но мне нравится идея того, что ты можешь купить свежие овощи, фрукты, специи. Ну, специи не могут быть свежими, но ты можешь купить специи на рынке. Но так как я интроверт, и мне не очень нравится, когда вокруг много людей, и они все кричат, говорят, мне не нравится рынок. Также я ненавижу цифры. И на рынке, сюрприз-сюрприз, вам нужно считать. То есть вы должны понимать, сколько примерно это может стоить. Когда вы даете деньги и вам дают сдачу, вы тоже должны ее быстро посчитать. Не то, что я не умею считать, я умею считать. Я закончила все-таки школу, но я ненавижу считать, я ненавижу это дело, поэтому не знаю. Рынок, наверное, все-таки не для меня. А ты как относишься к рынкам? Да, я тоже предпочитаю не закупаться на рынке. Но, кстати, ты сейчас сказала много раз считать, а есть глагол обсчитать. И мне кажется, на рынке это то, что может часто случаться. То есть, если продавец тебя обсчитал, значит, он тебя обманул. Может быть, он положил меньше продуктов, чем должен был, или взял с тебя больше денег, чем должен был. Да, и существует много схем на самом деле, даже когда они кладут товар на весы, и весы, например, добавляют сколько-то грамм, может быть, даже килограмм где-то. И это действительно то, что мне тоже не нравится на рынке, на базаре. И еще мне не нравится, что там жизненно необходимо уметь торговаться. Итак, Катя, давай продемонстрируем, как мы торгуемся. Давай. Например, не знаю, там килограмм яблок стоит 100 рублей. Хорошо? Ну, дорого же. Давайте за 50. Нет, 80. Ну, 65. Нет, 80. 70 и беру. 75. Ладно, давайте. Мне кажется, это был первый раз, когда я торговалась. Но я тоже, потому что я никогда не буду предлагать другую цену. Просто в моей картине мира, если такая цена, значит такая цена. И все. Но я знаю, что даже продавец, он знает, что будут торговаться, и поэтому он ставит цену выше. Поэтому на рынке я лох, лузер. Да, то же самое. У меня такая же ситуация. И перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. И если вы хотите практиковать русский, найти друзей, наконец преодолеть языковой барьер и просто хорошо провести время, присоединяйтесь к разговорному клубу. Все детали вы можете найти в описании этого видео. Наверное, тогда самый популярный способ купить продукты сейчас — это супермаркеты. Там большой выбор, ты можешь прийти и посмотреть, никто не стоит над душой, то есть никто не контролирует тебя, и ты можешь купить, что тебе необходимо. Верно, но также есть минусы, как у всего на свете, что там часто есть очереди, особенно
например, в 6 часов вечера, когда все идут с работы. И можно также встретить, просроченные продукты. Это значит не свежие продукты или продукты, у которых истек срок годности. Да, очень хорошая фраза. Срок годности — это период, когда можно есть продукт, а срок годности истек, значит, он закончился. И еще мы с тобой записали информацию про магазинчики у дома. Как ты бы объяснила? Обычно магазинчик у дома — это маленький магазин, который находится прямо в многоквартирном доме, и там продается самое необходимое. Какие-то молочные продукты, хлеб обязательно и разные снеки. Да, и в детстве мы туда, мне кажется, всегда забегали, чтобы купить, что-то маленькое, не знаю, сухарики, чупа-чупс, Мороженое. жвачку. Да. И сейчас мне кажется, что их становится все меньше и меньше, потому что законы становятся строже. Например, раньше в таких магазинах продавали алкоголь, и поэтому, кроме детей, туда заходили еще. Скуфы. Но со временем много таких магазинчиков закрылось, потому что они больше не могут продавать алкоголь, а без алкоголя все это не имеет смысла. Это русская душа пошла. Без алкоголя все это не имеет смысла. Жизнь не имеет смысла! Нет, конечно, жизнь имеет смысл, но магазинчик такой у дома не может существовать, если кассу делают дети, которые покупают чупа-чупсы. Да, нужно что-то посерьезнее. Хорошо. Да. Ну и сейчас, конечно, если ты не хочешь стоять в очереди, есть решение. Ты можешь заказать доставку. И не только доставку готовой еды из ресторана, но и пакет с продуктами из магазина, из супермаркета. Даже есть специальные сервисы в России, Самокат и Яндекс.Лавка, которые доставляют продукты буквально за 30 минут, а иногда меньше. Да, очень удобно, но раньше, когда я жила в Москве, я думала, что везде так. Оказалось, нет. Какая ситуация в Албании с доставками? Возможно, они есть, но настолько мало этих предложений, что я не знаю о них, не знаю таких вариантов. Конечно, ты можешь заказать еду из ресторана, но из супермаркета я не видела доставок. И даже если они доставляют, то они не доставляют до двери. Должен спуститься вниз и забрать у курьера, у доставщика пакет. А в Испании? В Испании есть, доставка продуктов из, супермаркетов. Но, во-первых, здесь доставка, конечно, тоже приходит, когда им удобно, а не когда тебе удобно. Это другой момент. Но мне кажется, здесь есть какой-то культ похода в супермаркет или на рынок. И у людей есть, тележка, то есть это такая сумка на колесиках, и с ней они идут в магазин, не спеша, наслаждаются солнцем. И в магазине они разговаривают с другими людьми, разговаривают с кассиром тоже. И в России, например, если у тебя кто-то разговаривает с кассиром, и кассир отвлекается от своей работы, да, и очередь стоит, ждет, какое выражение лица будет у всех в очереди? Конечно, это закатить глаза. Да, да. И сказать: "Побыстрее, пожалуйста, вы тут не одни, позовите старшего". То есть как-то выразить свое вот это негодование, что почему я должен вас ждать. Да. И здесь никто не выражает это негодование. И я заметила за собой, что мне теперь тоже все равно, если на кассе кассир работает медленно или отвлекается, или с кем-то разговаривает. Ну, вот какой, Изменилось восприятие. да, какой Да. положительный эффект. Прекрасно. Но теперь самый главный вопрос: а ты уже купила себе тележку? Нет, я не купила тележку, потому что эту задачу я делегирую. Да, и я не хожу. Ну, я хожу в супермаркеты зачем-то таким небольшим, если у меня есть просто
Не знаю, сейчас я хочу мороженое, я гуляю, я могу зайти, но большие сумки тянуть домой я уже не хочу. Да, Все да. правильно, все правильно. Недавно в разговорном клубе мы тоже говорили о роботах-доставщиках. По-моему, тема у нас была "Профессии будущего" или что-то такое. И я показывала много забавных видео с этими маленькими роботами, которые едут по городу, бедняжки застревают в снегу, или какой-то алкоголик на них сел, что что-то что-то произошло. И я не знаю эффективность этого проекта, но как минимум это развлекает народ и дарит какие-то положительные эмоции. Просто посмотреть на этого маленького робота, который едет по делам и делает свою. Работал. Мне Да, кажется, интересно. да, я согласна. Они очень милые, и я люблю эти видео, но мне видео с алкоголиками не попадались. Мне только Это мои алгоритмы. да, я только видела, как люди всегда помогают им, если робот застрял, и мне всегда так тепло на сердце от того, что люди заботятся о таких милых роботах. Да, и было бы славно, если бы люди заботились о других людях тоже. Кстати, о Да, о людях. роботах. Да, кстати, о людях. Мне кажется, в России вообще сейчас культ доставки, и я всегда поражаюсь, как в России много доставщиков на велосипедах, и они даже зимой доставляют на велосипедах. А зимой в России много снега и льда. Да, то есть сложно просто ехать и держать этот, велосипед, и когда на тебя то снег, то ветер, то дождь, и тебе еще нужно везти эти продукты, и еще нужно часто, чтобы они там доехали в хорошем состоянии, не растаяли или не охладились. В общем, я думаю, что это очень тяжелая работа, и, к сожалению, часто она не оплачивается достаточно. Хотя, наверное, поэтому доставки так популярны, потому что работа доставщика стоит недорого. Да. Да, мгм. Да, в России действительно, как правило, доставка или бесплатная, или стоит буквально 100 рублей, ну, примерно 1 евро. Да, да, очень мало за большую работу. Ах, так, ну что, вернемся к супермаркетам. Да, сейчас почти в каждом российском супермаркете, даже в маленьких, есть касса самообслуживания. Что это такое? Это касса, на которой ты работаешь сам. Ты сам пробиваешь или пропикиваешь, пик, свой товар и сам оплачиваешь, сам добавляешь в пакет. И, ну, тоже есть много плюсов и много минусов. И кто-то любит, кто-то ненавидит. Ты обычно идешь на кассу самообслуживания, если видишь, что она есть? Зависит от супермаркета. Если у меня был хороший опыт с кассой самообслуживания в этом месте, то, возможно, я использую ее снова. Но иногда я предпочитаю подойти к кассиру просто потому, что там все понятно и не нужно просить какую-то помощь, если вдруг касса неправильно пропикала твой товар. Да, это немного унизительно стоять, с этим товаром, когда на кассе самообслуживания что-то произошло, и ты просто беспомощно стоишь и говоришь: "Help, помогите что-то сделать". И очень часто подходят и говорят, что: "А почему вы не пришли на кассу?" И это тоже, возвращаясь к теме того, что люди очень нетерпеливые и каждый раз показывают свое недовольство. Но я думаю, что эти кассы будут совершенствоваться, да, и скоро там не будет таких проблем, которые были в самом начале, когда они только появились. Да. Сейчас новая тенденция, новая технология в России. Ты можешь оплатить свою покупку при помощи улыбки. Это специальная технология от Сбербанка, от такого самого популярного банка в России, где ты можешь в приложении зарегистрировать свое лицо с улыбкой. Да, сдать
Сдать биометрию, да. Точно, да, Мгм. свои биологические, биометрические данные. Биометрические. Пока не биологические, но, может, скоро Сбербанк напишет: "Пришлите нам свою слюну, свой волос". Да, биометрические данные и потом использовать свою улыбку, чтобы оплатить. Не нужен ни телефон, ни карта, что очень удобно. Ты уже улыбалась в кассе самообслуживания? Нет, ни разу. Потому что когда я жила в России, тогда еще не было такой технологии. Мне кажется, это очень интересно с точки зрения маркетинга. Да, потому что если бы там просто было "оплати лицом", ну, лицо не такое красивое слово, да, и не так и не так звучит. "Оплати покерфейсом", да. В этом мы профессионалы. Но но когда улыбкой, что появляется какое-то, не знаю, более позитивное значение, не знаю, и, может быть, даже когда люди просто видят этого котика, который говорит "оплати" улыбкой на экране, может быть, у кого-то хотя бы поднимется настроение после тяжелого рабочего дня, что хорошо. Да. Да. А может быть, наше правительство просто решило развеять миф, что русские мало улыбаются, и заставить россиян улыбаться чаще? На это нужно больше средств, больше денег и больше ресурсов. Это однозначно. Но я думаю, что все скажут, что сделайте жизнь лучше, веселее, добрее, приятнее, и тогда улыбка появится на лице. Это я знаю точно. Но надеемся, что на вашем лице появилась улыбка, когда вы слушали о такой, казалось бы, не очень веселой теме, да, просто как покупать и где покупать продукты. И какой вопрос недели? А вопрос недели — это как вы предпочитаете покупать продукты? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого выпуска, место в разговорном клубе, а также доступ к закрытому чату в Телеграме. Пока-пока.